Уже 2 года мы постоянно слышим, что роботы нас всех скоро заменят. А скептики говорят, что искусственный интеллект – это просто хайп. Но и те, и другие опираются только на теорию. Они рассуждают о том, что нейросети могли бы сделать. Компания Microsoft пошла другим путем. Зачем гадать, когда у тебя есть Copilot и миллионы пользователей? Они провели, пожалуй, самое честное исследование на данный момент. Исследователи проанализировали массив из 200 тысяч чатов людей с искусственным интеллектом. Звучит немного жутковато, но технически все так и есть. Конечно, в статье сказано, что все данные были полностью анонимны. Имена и пароли никто не видел. Но суть не в приватности. Суть в том, что Microsoft впервые посмотрели не на возможности машины, а на потребности человека. Они увидели не то, что искусственный интеллект умеет делать в лабораторных условиях, а то, какие задачи вы, ваши коллеги и ваши конкуренты скидываете на него прямо сейчас. И результаты этого исследования сильно отличаются от того, чем нас пугают в новостях. Оказалось, что опасность потерять работу зависит не от того, насколько ваша работа сложная или творческая. Она зависит от того, как именно вы строите свой диалог с искусственным интеллектом. Сегодня мы разберем это исследование, и я вам покажу, какие профессии уже наполовину автоматизированы, а кому можно расслабиться, я так думаю, на лет 10 так точно. Как проанализировать 200 тысяч диалогов и понять, к примеру, кто из пользователей врач, а кто программист? Microsoft, естественно, не сажал людей читать эти переписки. Они использовали для этого нейросеть, чтобы эти разговоры разметить. Но самое интересное не инструмент, а логика, по которому делали эту разметку. Они взяли огромный справочник всех профессий в США, где расписана каждая мелочь, которую должен делать работник. И с помощью этого справочника они пытаются узнать, какую именно задачу пытается решить человек с помощью ИИ. И вот тут исследователи наткнулись на фундаментальное различие. Они разделили все действия ИИ на две категории. Если вы поймете разницу между ними, вы и поймете весь отчет. Категория первая – это ассистирование. Это когда вы главный, вы босс. Вы делаете работу, а искусственный интеллект, скажем так, просто подает патроны. К примеру, вы пишете какой-то сложный программный код и просите искусственный интеллект проверить одну конкретную строчку. Или вы пишете какую-то статью и просите ИИ подобрать синоним к слову «красивый». В этом случае результат полностью зависит от вас, а искусственный интеллект просто ускоряет процесс. И вторая категория – это делегирование. Это когда вы целиком отдаете задачу. К примеру, вы просите искусственный интеллект написать макрос для Excel, который посчитает налоги. Или вы просите искусственный интеллект перевести какой-то документ на испанский язык. В данном случае вы не участвуете в процессе. Вы уже получаете готовый продукт. Искусственный интеллект теперь выступает не в качестве советника, он уже исполнитель. Почему это важно? Потому что ассистирование повышает вашу ценность, вашу продуктивность. Вы становитесь суперсотрудником, который успевает в 2 раза больше. А вот делегирование делает вас уязвимым. Если искусственный интеллект может сделать какую-то задачу от начала до конца без вашего участия, значит вы больше не нужны. В отчете Microsoft попытались выяснить, в каких профессиях преобладает ассистирование, когда искусственный интеллект – друг, а в каких делегирование, когда искусственный интеллект теперь конкурент. И оказалось, что это не всегда очевидно. Давайте посмотрим, что лучше всего умеет делать искусственный интеллект. Тот самый information work – работа с информацией. Этот термин «работа с информацией» в отчете встречается очень часто. В народе это звучит в основном как что-то для программистов и только для айтишников. Но Microsoft определяет это простыми действиями. Учиться, общаться, объяснять и писать. Исследователи выяснили, что львиная доля всех запросов к искусственному интеллекту сводились именно к этим 4 действиям. Это и есть информационная работа.
Далее у нас некоторый список рабочих задач с долей запросов в чатах. Возьмем для примера такую рабочую активность, как собирать информацию. Ее значение 0.23 означает, что примерно в каждой четвертой рабочей просьбе к искусственному интеллекту человек использует его для сбора информации. И происходит это в режиме ассистирования. Доля делегирования тут намного меньше. Тут вывод в том, что человек использует ИИ как умного собеседника, который объясняет, а не как автономного поискового робота. А ситуация с задачей отвечать на запросы клиентов другая. У искусственного интеллекта тут полная автономия. Его тут реально используют как того, кто сам пишет ответы клиентам. Современные языковые модели – это ведь по сути такой огромный калькулятор для слов. И логично, что они чувствуют себя тут как рыба в воде. Если вы, к примеру, врач, то наверняка вы часто говорите «я врач», «я не работаю с информацией». Я лечу людей. Но авторы этого исследования копнули глубже. Они разбили вашу профессию на мелкие кусочки. Да, искусственный интеллект не может поставить укол, но значительная часть смены врача – это отчеты, справки, чтение анализов. Это чисто информационная работа. Исследования показывают, что искусственный интеллект не забирает профессии целиком. Он забирает отдельные задачи. Те самые задачи, которые связаны с сидением за монитором и обработкой данных. И теперь, понимая, что зона риска – это не название должности, а количество рутины за компьютером, давайте взглянем на конкретный список профессий. В исследовании каждой профессии присвоили индекс применимости ИИ, его значение от 0 до единицы. Грубо говоря, если умножить на 100, это процент ваших задач, которые искусственный интеллект может понять и решить. Некоторые пункты очевидны, а некоторые нет. И на первом месте у нас с большим отрывом переводчики. Индекс применимости почти 0.5. Это значит, что уже сейчас почти половина их работы находится в зоне компетенции нейросети. Тут без сюрпризов языковые модели создавались именно для этого. Второе место, и тут интересно, историки. Интересно это в первую очередь тем, кто действительно понимает, что эти ребята делают на самом деле. Ведь история – это не прочитать весь интернет и выучить все даты. 90% работы этих людей – это прочитать тонну источников, найти общее и выписать выводы. Искусственный интеллект любит это делать. Это его любимая работа. Кто у нас еще в топе? Писатели и авторы, очевидно. Телемаркетологи, те самые люди, которые говорят по скриптам, пиар-специалисты, народ, пишущий пресс-релизы, математики и дата-сайентисты, также мои коллеги из отдела веб-разработки. Важный момент. Если вы увидели тут свою профессию, это не означает, что ваша профессия исчезнет. В первую очередь это означает, что ваш рабочий процесс изменится до неузнаваемости, если уже не изменился. Есть и очень плохая новость для профессий, которые строго регламентированы. Например, ответы на звонки по скрипту или перевод технических инструкций. Эти профессии находятся в зоне реального риска автоматизации, потому что там, где есть четкий алгоритм и текст, человеку становится все сложнее конкурировать с машиной по скорости. А теперь давайте посмотрим на тех, для кого искусственный интеллект вообще не страшен. Если в прошлом веке автоматизация убивала заводы и ручной труд, то посмотрите сюда. Сейчас эти профессии находятся в зеленой зоне. Генеративный ИИ перевернул игру. К примеру, у уборщиков индекс применимости ИИ равен 0,08, у строителей 0,7, у водителей 0,13. Я могу ошибаться, но из таких, скажем так, офисных профессий я вижу тут только топ-менеджеров. Ну а лесники, работники по уходу за территориями и сиделки говорят, что они в гробу видали наш AI. Почему так? Все до смешного просто. У ChatGPT, Gemini, Copilot у них нету рук. Они могут, например, написать гениальный рецепт лазаньи, но не могут нарезать лук и не могут проследить, чтобы соус не пригорел. Это еще называют парадокс Моровека. То, что сложно человеку, высшая математика, перевод текста, легко для ИИ. А то, что легко для нас, к примеру, свернуть полотенце, закрутить гайку или убрать со стола, это до сих пор непосильная задача для ИИ. А как тогда насчет того, что, к примеру, у строителей индекс применимости ИИ равен 0,7? Почему не 0? В
Вспомните, что мы говорили ранее. Даже у строителей есть информационная работа. Прорабу нужно заказать материалы, составить график смен, ответить заказчику в WhatsApp. Но разница принципиальная. Если переводчику искусственный интеллект говорит «я сделаю твою работу за тебя», то строителю он говорит «я помогу тебе с бумажками, чтобы ты мог идти работать руками». Поэтому, как ни странно, в последующие годы самой защищенной от ИИ карьеры становится квалифицированный ручной труд. Пока нейросети учатся писать стихи, кто-то все еще должен чинить трубы и готовить еду. Но есть и серая зона. Профессии, где вы вроде бы и босс, но ИИ дышит вам в спину. Давайте разберем эту финальную метрику ассистирования против делегирования. Это поможет определить, вы будете пилотом или пассажиром. На этом графике 10 профессий, которые успешнее всего на сегодняшний день используют искусственный интеллект в своей работе. Используют они его как помощника, увеличивая свою продуктивность. Рабочее место их в безопасности. Использование искусственного интеллекта эту безопасность только увеличивает. Значение этих колонок есть разница между вот этими двумя числами в скобке. И давайте сразу на примере объясним, что эти числа означают. К примеру, 83 здесь говорит, что повар фастфуда использует нейросеть чаще и успешнее, чем 83% представителей всех остальных профессий в мире. Да, в мире, не среди этих 10 профессий. А число 6 говорит, что искусственный интеллект как бы способен сам приготовить котлету, но вероятность того, что он это сделает успешно, 6 из 100. Все 10 профессий, вне зависимости от того, на какой позиции они представлены на этом графике, лучше всего нашли применение искусственного интеллекта. Рейтинги здесь показаны только для того, чтобы как-то немножко сравнить их между собой. В этой десятке есть фотографы, и смотрите примерно, как они сделали свой труд более эффективным, не передавая всю работу целиком искусственному интеллекту. Они используют его для генерации идеи, поиск локации, настраивают свое оборудование, общаясь в чате с языковой моделью, но финальное действие, нажать на кнопку, нейросеть сделать не может. В этой схеме человек пилот. Он держит штурвал, а искусственный интеллект прокладывает курс. На следующем графике другие 10 профессий, которые также успешно используют искусственный интеллект в своей работе, но это происходит в основном в режиме делегирования. Здесь нейросеть автономный исполнитель. И если, к примеру, то, что в чатах спрашивают фитнес-тренер, инженер-эколог, это их основная или большая часть работы, то они обрекают себя на то, что в скором времени бизнес решит убрать посредника. Представляете, в этот список попали даже авиадиспетчеры. А все знаете почему? Потому что их работа – это строгие протоколы, стандартные команды. Как уже было не раз сказано, это идеальная среда для нейронки. Какие выводы мы можем сделать из этих 200 тысяч диалогов? Исследователи не дают советов, кем быть и что делать, но некоторые цифры говорят сами за себя. Первое. Миф о том, что творческих людей не заменят, разрушен. Писатели и переводчики в красной зоне. Второе. Миф о том, что работяги исчезнут первыми, тоже разрушен. Строители и повары сейчас в большей безопасности, чем офисные клерки. Третье. Если ваша работа взять цифру из письма А и переложить ее в таблицу Б, то знайте, это информационная работа в чистом виде. Искусственный интеллект делает ее быстрее и дешевле. Необходимо смещать фокус на ассистирование. Используйте ИИ для того, чтобы сделать то, что вы раньше не могли. И четвертое. Мы в самом обзоре не касались этого вопроса, но исследователи также проверяли, есть ли какая-то корреляция между уровнем зарплаты и индексом применимости ИИ. То есть, к примеру, если такое, что чем выше зарплата, тем сложнее в этой профессии применить искусственный интеллект. Ответ – нет. Информационный труд в последнее время стал настолько центральным в глобальной экономике, что его автоматизация сметает все подряд.
Напоследок, завершая наш обзор, следует отметить одно из ограничений, которые авторы приводят в конце статьи. Дело в том, что весь этот анализ был сделан с использованием только одной AI-системы – Microsoft Copilot. Тут, к примеру, нету данных использования того же чата GPT или других каких-то специализированных корпоративных ИИ-систем. Мы знаем, что, как ни крути, на сегодняшний день для написания кода программисты больше всего используют модели от Anthropic. Данные использования этих моделей тут тоже нет. На этом все. Надеюсь, данный обзор был полезен. До скорого.